Здравствуйте всем! Сегодня хочу поделиться итогом доработки и исправления всех косяков, допущенных производителем в усилителе для наушников с AliExpress. Это клон аудиотехники, модель HA5000. Данное видео будет очень полезно всем владельцам, а также всем, кто планирует покупку данного усилителя. Я впервые сталкиваюсь с тем, что в одном аудиоустройстве было допущено столько просчетов. Такое впечатление, что производитель собрал данный усилитель из того, что было, и ему глубоко было наплевать на покупателя. Главная его задача была просто продать устройство. Но об этом все по порядку. Скорее всего, ролик будет не коротким, хотя я и буду стараться давать информацию кратко. Расскажу совсем, с чем я столкнулся в процессе доработки данного усилителя. Забегая вперед, всем, кому не терпится, скажу, что к покупке я данный усилитель не советую. И это не касается его звучания, это касается трудозатрат и цены данного девайса. Они несоизмеримы. Итак, наверное, начну с самого начала. Прежде чем выбрать данный усилитель, я читал отзывы на страничках продавцов по данному девайсу. И в большинстве случаев, в процентах 90, все отзывы были положительные. Люди писали, насколько классный звук, насколько он раскрывает их наушники и всему тому подобное. Вот действительно хочется сказать: ребят, вы серьезно? Сколько вам лет? Какой у вас опыт? Усилитель с коробки не играет вообще. Я долго думал, как его охарактеризовать, звучание. Но вот один зритель моего канала, зовут его Сергей, подобрал два очень правильных слова. Это сухой и цыкающий. Усилитель с коробки имеет стеклянное звучание, тонально преобладают высокие частоты, нету практически глубины, то есть, соответственно, проработка низких частот весьма посредственная. И исходя из всего, я просто не понимаю людей, которые оставляют отзывы. После первых моих роликов с отзывами про выставление тока покоя, один зритель канала, зовут его Виктор Бас, дал мне очень ценную информацию и направил меня в правильное русло. Он написал, что в данном усилителе стоят неоригинальные и вообще не те транзисторы предвыходного каскада. То есть маркировка на плате и то, что установлено, не соответствует. Сейчас вот сфокусируется, постараюсь. Вот что было установлено. Это вообще не то, чтобы и не оригинал. Это какая-то китайская подделка. Позже я объясню, как примерно отличить подделку. Итак, самая основная проблема, с которой столкнулся я, и столкнетесь вы, если хотите, чтобы усилитель действительно достойно воспроизводил музыку, это найти оригинальные транзисторы Toshiba. Здесь установлены транзисторы 2SA1360 и 2SC3423. К сожалению, все они сняты с производства. Поиски данных транзисторов у меня заняли чуть больше месяца. Естественно, вначале я начал их искать в Чип и Дипе. Но они сказали, что у них на складах данных транзисторов нет, и что они сняты с производства. Далее я начал списываться с различными магазинами, которые нашел в поисковике. И ни один магазин не смог мне подтвердить
что придут именно оригиналы. Тем более сроки были где-то в районе месяца поставки. Ну, то есть у меня сложилось такое ощущение, что они сами заказывают транзисторы с Китая и потом уже распродают по России. У меня не оставалось выбора, как рискнуть и испытать свою судьбу на Алиэкспрессе. Я начал поиски там, начал списываться с различными торговыми площадками. И многие продавцы ответили, что да, у нас оригинал, все без проблем, покупай, мы пришлем. Сразу наперед вам скажу, что никогда не верьте продавцам. Что бы они ни говорили, как правило, они врут. Потому что все транзисторы, которые пришли ко мне, в основном все были китайскими подделками. Вот такого плана. Сейчас постараюсь сфокусироваться. То есть, вот это китайские копии, это подделки. Далее я вам сделаю вставку из даташита к оригинальному транзистору и объясню примерно, как находить оригинал, на что надо смотреть. Также мне очень помог зритель моего маленького блога. Он мне прислал фото оригинальных транзисторов Toshiba. К этому я тоже сейчас вернусь. Так вот, все практически транзисторы приходили вот такого плана. Я впаял такие ради интереса, хотя знал, что это не оригинал. И хочу вам сказать, что вот те, которые стояли изначально в усилителе, и вот эти, которые приходят, они по звуку не отличаются вообще. Они в звуке идентичные. Звук у них стеклянный. Тонально завышенные высокие частоты и нету практически низких частот. Соответственно, я открывал споры. До сих пор у меня споры идут с продавцами. Вот. Но с одним заказом мне повезло. Ко мне пришли вот эти транзисторы. Сейчас я вам подробнее о них расскажу. Во-первых, как проверить, оригинальный транзистор или нет. Открываем даташит к транзистору. И там мы увидим схематично нарисованный транзистор со всеми размерами. То есть нам нужен будет штангенциркуль. Нужно будет перемерить все. Померить углубление, посадочное отверстие, диаметр ножек, ширину, толщину корпуса. Я их перемерил, сравнил с фотографией, которую мне прислал Олег, как я уже говорил, зритель канала, очень помог мне фотографиями. Вот это подошло. Также я проверил транзист-тестером, но, к сожалению, транзист-тестер, кроме коэффициента усиления, ничего не показывает. Только основываемся на размеры штангенциркуля и фотографии, которые я прикреплю, кстати, под видео. Вот. Возможно, кому-то они пригодятся. Вот этот транзистор пришел оригинальный, 3423. И с ним же в комплекте был вот такой транзистор. Это, как я выяснил потом, корейская компания KEK выпускает аналоги. Это корейский транзистор. Маркировка его KTA 1360. Все же это лучше, чем китайская копия. Да, у меня стоят здесь не все оригинальные. К сожалению, все оригинальных Toshiba я найти не смог. Поэтому 1360 у меня стоят аналоги от корейской компании KEK. Позднее, кстати, я нашел на Алиэкспресс, где продаются прям комплект. Это KTA 1360 и KTC 3423. Я ссылку прикреплю. Возможно, кому-то пригодится. Может, кто-то сразу поставит аналоги от корейской компании KEK. Вот. Но там я не заказывал их. Соответственно, не могу дать стопроцентную гарантию, что придут именно такие.
Потому что, еще раз повторюсь, продавцы обманывают на Алиэкспресс. Верить им нельзя. Вот. Поэтому у меня не осталось выбора, как поставить данные заменители и, соответственно, оригиналы 3423. Но что хочу сказать, что вот эти транзисторы в паре с оригиналом звучат достаточно хорошо. То есть претензий по звуку у меня к ним нету. Усилитель хорошо играет. Я об этом остановлюсь чуть позже. Итак, как же заменить транзисторы? Ну, это, скорее всего, будет полезно новичкам. Вот. Ничего сложного, в принципе, нету. Разбираем плату, смачиваем хорошенько флюсом ножки конденсаторов, разогреваем паяльник, берем на кончик жала чуть-чуть олова, потому что паяются платы тугоплавким припоем, и чтобы его размягчить, надо все-таки чуть-чуть на паяльник взять припоя и, соответственно, разбавить заводской припой. Вводим жалом, разогреваем, а с другой стороны я использовал маленькие плоскогубцы, тянул, а паяльником разогревал три ножки практически одновременно. Вот, они легко отпаиваются. Если вдруг у вас припой слипнется друг с другом, то берем оплетку и с помощью оплетки или оловоотсоса разогреваем и убираем остатки, так чтобы дорожки не были закорочены между собой. Итак, после того, как извлекли транзисторы, берем зубочистку, разогреваем олово в отверстиях, ну и зубочисткой, соответственно, чистим. Процедура несложная. Первый раз, я понимаю, будет новичкам сложно, страшно. Бояться тут нечего. Как говорится, руки делают, глаза боятся. Единственное, будьте просто аккуратнее. Старайтесь не перегревать дорожки. Плата здесь хорошо сделана, дорожки здесь крепкие. Не бойтесь, но будьте аккуратны. Еще раз повторю, не перегревайте плату. Что было сделано далее? Далее были заменены электролиты на Elna-Silmic 2. Здесь 47 микрофарад, 25 вольт. Также были установлены здесь. По-другому, к сожалению, установить их сюда нельзя. Вот, потому что габариты. Но я, в принципе, их компоновал так хорошо. Вот здесь вот видно, я оставлял термоусадку на всякий случай. Здесь транзистор тоже с термоусадкой. Под ним там, кстати, стоит вот такого плана транзистор маленький. Вот, поэтому он высоковато стоит. Тоже с термоусадкой, чтобы не касался ничего. Этот лежит. Но лежит так, чтобы можно было вот эту точку щупом достать. Далее я вам расскажу, для чего она. Это постоянку убирать с помощью вот этих резисторов. До этого мы дойдем еще. Вот. Поэтому вот смотрите, вот так вот у меня все лежит, уложено. Ничто не мешает, все работает, все отлично. Почему была установлена Elna? Ну, потому что для меня она имеет самое приятное звучание. Я это уже говорил не в одном ролике. Также, где я рассказывал про доработку мультибита PSM58, я тоже про нее рассказывал. И как звучат различные конденсаторы в моем понимании. Возможно, вам пригодится. Посмотрите тот ролик. Вот. Возможно, у вас будет другой выбор конденсаторов. Но я поставил Elna-Silmic 2. Считаю их самые музыкальные конденсаторы. Далее, что было сделано? Очень интересные здесь стоят конденсаторы в форме резисторов. Вот. На 10 пикофарад. Потом точно такие же стояли на 22 пикофарада.
и на 100 пикофарад все стояли в форме резисторов. В первый раз сталкиваюсь с такими конденсаторами. Единственное, что я мог узнать, это керамика, керамические конденсаторы. Если вам что-либо известно про такие конденсаторы, напишите в комментариях. Я просто их первый раз такие вижу. Притом хочу сказать, что сразу я их не заметил. Спасибо зрителям канала, которые у меня спросили, менял я их или нет. Я заменил пока что только на 22 пикофарада, поставил керамику NP0 Murata. Вместо 100 пикофарад поставил Виму. И вот жду тоже керамику NP0 на 10 пикофарад. Их здесь 6 штук. Вот, буду тоже менять. Почему не поставил Виму сюда и сюда? У пленочных конденсаторов нету таких маленьких номиналов. Поэтому альтернатива была ставить керамику NP0. Это лучше, чем оставить данные керамические конденсаторы. Почему лучше? У них звук как бы ощущается с некой ноткой металла на высоких частотах. То есть они вот какой-то металлический призвук имеют на мой слух. Опять же, все говорю по своим ощущениям, на мой слух. Даже когда поставил Виму пленку сюда и NP0 Murata сюда, уже звук изменился. Уже высокие частоты стали более лучше проработаны и мягче. Вот. Ну и также поменяем данные конденсаторы еще. Вот. Вторая проблема, с которой вы столкнетесь, это низкий частотный фон в наушниках. При повороте ручки громкости ближе к середине вы будете ощущать явный фон в районе 50 Гц. С ними боролся достаточно долго. Повторюсь, я не профессионал. У меня нет электротехнического образования. Я всего лишь навсего любитель. Такой же, как и вы все. И поэтому я обратился за помощью к профессионалам. Это Алексей из Selection Audio, Игорь с Ростова. И особенно хочу отметить Дмитрия Маркова, больше известного как DAC Master, который мне очень сильно помог в этом вопросе. И без его помощи я, наверное, бы не решил проблему с фоном. Итак, что было сделано? Трансформатор находился слишком близко к сигнальным линиям. Я его передвинул. Далее я сделал такую вот небольшую защитную перегородку от трансформатора и платы. И самое главное, это заземлил среднюю точку на корпус. Я фото сейчас вставлю, вы все поймете. Фон исчез. Ну, может, если только вы включите на всю коэффициент усиления, если у вас высокоомные наушники, и выкрутите ручку громкости на всю, еле-еле там шум будет, но это в пределах допуска, и такой он везде шум есть, практически в каждом усилителе. Вот, поэтому спасибо ребятам за советы, без них бы я не справился. Далее я немножко поэкспериментировал с шунтами конденсаторов. Сразу скажу, что шунты мне не понравились. Я ставил шунты на фильтрующие в первичной цепи конденсаторы, на сглаживающие. И также я еще пробовал ставить шунты на биполярные электролиты. Кстати, очень хорошее сочетание Элны и Ничикон биполярных. В звучании очень приятно звучат. Очень хорошо. Так, про шунты. Что могу сказать? По итогу шунты не понравились. Я их убрал. Итак, третья проблема, с которой я столкнулся, это ток покоя. Как я уже говорил, что с коробки ток покоя в данном усилителе не выставлен был вообще. То есть он играл в полном глубоком Б-классе. Все транзисторы были закрыты в ноль. Как выставить ток покоя, я уже подробно показывал в одном из роликов предыдущем про данный усилитель.
Я вставлю ссылку, вы посмотрите. Я там полностью подробно объяснил, как выставлять ток покоя, как убирать постоянку с выхода. Сейчас я коснусь косвенно, ну, тем не менее, вы все равно поймете. Смотрите, тут вот есть точки. Тест 2А и тест 1А. Переводим мультиметр в режим постоянки. Ставим режим милливольты. Плюсовой, минусовой щуп ставим сюда. И с помощью подстроечного резистора, вот на один канал, соответственно, вот на второй канал. Ну и, соответственно, вот они точки. Крутим подстроечный резистор и выставляем, как советует производитель, от 40 до 60 милливольт, что равняется 100 и 200 миллиампер ток покоя. Но поймите, ток покоя очень сильно влияет на звук, как я уже говорил. И на слух вы никогда не определите искажение. Да, вы можете на слух его подстроить, чтобы вам было максимально комфортно слушать, потому что ток покоя очень сильно влияет на восприятие звука. Но по-правильному будет подключить усилитель с помощью нагрузки к звуковой карте и уже в реальном времени на той же программе RMA, глядя на гармоники, выставлять ток покоя. Соответственно, чтобы было минимум искажений, такой ток покоя надо будет оставить. Вот. Это будет правильно. То есть, соответственно, при выборе усилителя для наушников, смотрите, если вот стоят такие резисторы и нужно выставлять ток покоя, имейте в виду, что на слух выставить это геморройно будет. Потому что, ну, сами понимаете, сколько раз вам надо будет. Поставил определенное количество, послушал, не то, поставил, не то, послушал, поставил, ага, вроде неплохо. Начинаешь делать замер, а там гармоники целый шквал, целый чистокол. Сразу скажу, я пока поставил на слух, заказал резисторы и буду уже непосредственно делать через замер другой звуковой картой. Вот, буду смотреть на графики и выставлять, потому что конкретно значение не могу вам привести, но более-менее на слух хорошо начинает звучать где-то в районе от 50 до 60 милливольт. Примерно вот такое значение. Но опять же не могу гарантировать, что прям это идеальное значение. Нужно будет смотреть на замеры. Имейте это в виду. Что делал дальше я? Дальше я убрал постоянку. Выставили ток покоя. Смотрите на постоянку, чтобы не было. Вот есть такой тест 2B. Раз. И вот тут вот за конденсатором есть точка. Сейчас я ее покажу. Вот она. Точка тест 2B. Ставите сюда плюсовой щуп на эту точку. Вот сюда. А минусовой щуп берете, ну, к примеру, можно вот с минуса на разъеме взять. Это земля. Либо можете на минус РСА поставить щуп, как вам будет удобно. И с помощью данного резистора подстроечного вам нужно выставить значение максимальное нулю. Прям 0 вы, естественно, не поставите, оно уплывет. Ну вот максимально близкое к нулю значение надо поставить. На звук это влияет как жесткость высоких частот. Вот. Чем точнее значение, тем мягче будет звук. И на каждый канал. Вот на один канал, вот там точка. И вот резистор на второй канал. И вот там за конденсатором тоже точка. Что я сделал дальше? Дальше я просверлил отверстие. Греется он неплохо, данный усилитель, когда уже переводим его в класса с помощью тока покоя.
Я на всякий случай насверлил отверстие для забора воздуха. Вот. Я как бы перестраховался. Теперь мы подошли к самому главному. Это звучание данного усилителя. Сделаю такое уточнение, что звук именно вот с этой элементной базой, какой я применил, с этими конденсаторами, с вот этими транзисторами. Также я еще не заменил вот эти конденсаторы, которые в форме резисторов. Возможно, еще что-то поменяется. Как я уже говорил, я жду заказ. Стоило ли это мучение или нет? Хочу вам сказать, что да, стоило. Звук мне очень нравится. Даже учитывая то, что предвыходные транзисторы у меня стоят одни заменители, а другие оригинал, звук достойный. Я бы его охарактеризовал как точный. Точный, но не мониторный. Звук не сухой. В звуке есть легкая теплая подложка. Высокие частоты здесь очень детальные и протяженные. Они не сглаживают углы, но и не резкие, не грешат сибилянтами. Хорошо раскрывают все мельчайшие нюансы. Но звук здесь не отбелен, то есть все естественно. Середина достаточно информативная. Звуки здесь не прилипают друг к другу. Здесь очень хорошее разделение инструментов, что дает хорошую стереопанораму. Что касается низких частот, то их здесь немного и немало. Они не доминируют над всеми частотами и не забивают середину, но тем не менее имеют достаточную прорисовку в глубину. То есть у звука всегда хватает фундаментальности. Что же касается минусов, ну, возможно, могу отметить один нюанс, прям конкретных минусов не могу назвать. Есть нюанс, ну, возможно, в некоторых моментах высокие частоты могут быть жестковатыми. Но опять же, это ни в коем случае не вызывает никакого негатива и дискомфорта. Как-то вот так. Доволен ли я результатом? Да. Нравится ли мне этот усилитель? Да. Но повторюсь, советовать я бы его не стал. Слишком много нюансов, слишком много нервов, времени вы на него потратите. Это еще не итоговое видео, будет еще продолжение. Я еще хочу поэкспериментировать с транзисторами. На одном из форумов я нашел статью, где люди предлагают использовать альтернативные транзисторы от Sanyo и от On Semiconductor. Возможно, я что-то попробую, продолжу экспериментировать. Так что это не точка еще. Будет про этот усилитель еще видео. Также ко мне пришла уже плата усилителя. Это клон Лемона, тоже с AliExpress. Заказывал я усилитель не в корпусе, уже не стал рисковать. Заказал отдельно плату. Плата там очень интересная. Будет видео, сравню их, эти усилители по звучанию. Сделаю отзыв. Так что ждите. Не всегда хватает времени. Ну, на этом всем спасибо. До скорых встреч.